Чего на самом деле хочет Путин, кто напал на Лаврова, ГУР добрался до Москвы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нефта». Самые важные и интересные новости. Мигранты стали меньше штурмовать польско-белорусскую границу. В чем причина? 3 недели действует буферная зона, и ее эффект положительный налицо. Как Россия считает контрактников, которых отправляет в Украину? Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около 1000 человек. И как генеральный секретарь НАТО путает планы Кремля вступлением или не вступлением Украины в альянс? Вся та работа, которую мы проводим вместе, делает Украину более сильной. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал, так же, как и не забывайте нажимать кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. Путин отвергает любые предложения о прекращении огня и требует капитуляции Украины, пишут аналитики Института изучения войны. Эксперты пишут, что Путин на саммите ШОС отверг предложение о переговорах и о прекращении огня. К тому же раньше он называл Верховную Раду Украины не единственным легитимным органом, с которым можно было бы говорить, но теперь и их не воспринимает как контакт для коммуникации в этом вопросе. Теперь Путин назвал все украинские органы власти нелегитимными или непригодными для переговоров и отклонил идею участия третьих сторон в переговорах, фактически отвергнув любой реальный процесс полноценных переговоров по соглашению о прекращении огня. Вместо этого он отметил свое требование к Украине о прекращении огня. Кроме того, главным требованием от Путина для прекращения огня стала демилитаризация Украины, что фактически является и капитуляцией. То есть ни о каких переговорах речь пока идти не может. Выход Украины из 4 областей, которые россияне считают своими, то есть из Донецкой области, Запорожской области, Херсонской, после чего они будут определяться, будут ли они вообще вести переговоры. А также он хотел, чтобы это было зафиксировано на, факт на земле, как он говорит, зафиксировано было на международной конференции. По сути, Путин до сих пор мечтает о Ялтинской конференции, как это было, там разделен мир был. Только сейчас у него получилась фактически Мюнхенская конференция, когда разорвали тогда вот это его предложение, когда разорвали тогда Чехословакию. Это неприемлемые требования, в том числе к западным странам, потому что вот вы говорите по поводу легитимности, нелегитимности украинской власти, он хочет фактически все это подписать без украинской власти, а в рамках того, что приехали американцы, британцы, подтвердили то, что он имеет право на аннексию территории. Вот и все. Давление мигрантов и количество попыток пересечь белорусско-польскую границу уменьшилось после введения буферной зоны. Я напомню, она действует уже 3 недели с польской стороны. 3 недели действует буферная зона, и ее эффект, положительный эффект, налицо. Уменьшилось количество попыток незаконного пересечения границы. За время работы зоны было 1700 таких попыток, а за 3 недели до введения зоны 3900. Так что хорошо видно, что это 50% снижение. Сегодня мы подпишем договор, который касается электронного барьера. Речь идет о добавлении камер в некоторых местах для усиления контроля. Идея состоит в том, чтобы укрепить барьер от попыток согнуть прутья, которые в последнее время стали очень распространены среди людей, пытающихся незаконно пересечь границу, а также в том, чтобы держать границу под контролем. В настоящее время электронный барьер охватывает 206 из 247 километров границы с Белоруссией. Также строится он на пограничной реке Свислочь в Подляшье. Эта работа уже ведется. Это участок протяженностью около 50 километров. И когда все эти работы будут завершены, под контролем окажется вся граница с Белоруссией. Главное управление украинской разведки добралось до Москвы и оставили подпись на лобном месте на Красной площади. Надпись ГУР появляется там с легкой руки старушки, которая снимала свое творчество на телефон.
Ее, конечно, задержали, но это далеко не первый случай, когда российские пенсионеры вытворяют что-то подобное. Ранее в Тульской области был задержан 57-летний мужчина, который расписывал краской местную достопримечательность. НАТО готовит Украину к вступлению в альянс, об этом говорит генеральный секретарь организации. Но с другой стороны, Йенс Столтенберг говорит, что надеется на вступление Украины в альянс в течение 10 лет. Мы договорились о более тесном сотрудничестве с украинскими вооруженными силами, в том числе в новом современно-аналитическом учебном тренировочном центре НАТО «Украина» в Польше. Мы также будем вместе работать над созданием оборонной промышленности Украины и углублять наше сотрудничество в области инноваций. Вся та работа, которую мы проводим вместе, делает Украину более сильной, более оперативно совместимой и лучше, чем когда-либо подготовленной к вступлению в наш альянс. Также на саммите НАТО в Вашингтоне будет объявлено о создании новой структуры, которая будет координировать все виды помощи Украине в долгосрочной перспективе. Называться она будет «Помощь НАТО по безопасности и тренировке для Украины». Найджел Фарадж, лидер правой партии реформы Великобритании и один из главных идеологов Brexit, впервые получил место в британском парламенте. После 7 неудачных попыток он наконец-то попал в тот политический институт, против которого выступал десятилетиями. И у него будет шанс выполнить свои обещания, которые он давал избирателям. Поверьте мне, друзья, это только первый шаг к тому, что ошеломит вас всех. Большое спасибо. А новый премьер-министр Великобритании уже сказал свою первую речь. Я только что вернулся из Букингемского дворца, где принял приглашение Его Величества Короля сформировать следующее правительство этой великой страны. Я хочу поблагодарить уходящего премьер-министра Риши Сунака. Его достижения как первого британского премьер-министра-азиата в нашей стране, те дополнительные усилия, которые потребовались для этого, не должны быть недооценимы никем. Мы отдаем дань уважения этому сегодня. Что новый премьер означает для страны, как изменится политика Великобритании, мы в скором времени увидим, но вряд ли она изменится сильно. Ну, если говорить об Украине, то это ничего не поменяет, и отношения к войне в России против Украины, поскольку у Британии есть стратегический интерес к Восточной Европе. Британия сейчас ищет свое место после выхода из Европейского Союза, и поэтому Британия, это, кстати, одна из немногих стран Запада, которая искренне не исключает распада России, в принципе, будет это приветствовать, потому что это им интересно будет. И поэтому я считаю, что стратегически вообще ничего не поменяется, вот таких в общих, если говорить, рамках и по внешней политике, и по такому дрейфу Британии к такому стратегическому союзу с Украиной, поскольку это уже такое решение глубинного британского государства. В Москве, или где там находится Дмитрий Медведев, посчитали, сколько в российскую армию прибыло голов. Почти 200 тысяч подписали контракты с армией оккупанта, говорит запасной президент России. Продолжаем работу над укомплектованием вооруженных сил Российской Федерации контрактниками в 2024 году, исполняя ряд указаний президента России. Сегодня мы подведем итоги работы за прошедшее полугодие, поэтому мы встречаемся непосредственно в Министерстве обороны. В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется. Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около 1000 человек. Она может колебаться, эта цифра, но и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядка 190 тысячами граждан Российской Федерации. Ну и напоследок нападение на Сергея Лаврова. Во время встречи Орбана и Путина российские пропагандисты удивлялись, почему так много иностранных журналистов ждут пресс-конференции. Затем удивлялись, почему они так накинулись на Сергея Лаврова, российского министра иностранных дел, выставляя это как событие. Вот как это выглядело.
Что ж, мне остается напомнить о том, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые видео, поэтому не останавливайтесь на достигнутом, пожалуйста. Также не останавливайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это тоже очень важно. Но у меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей.